Привет! Это Вероника Крюкова, художник атмосферных успокаивающих пейзажей. Я решила приоткрыть занавес своей творческой мастерской и поведать вам о секретах создания моих картин. Поэтому я создала серию коротких видеоуроков. Кстати, это второй урок. Первый вы найдете вот здесь или по ссылке в описании. В прошлый раз мы говорили о кистях, красках и медиумах. Сегодня мы поговорим о поверхностях. А использую я только холсты и бумагу. Я использую мелкозернистый хлопковый холст плотностью 380 грамм с акриловым грунтом. Акриловые чернила, акриловый грунт. Все логично. Мелкое зерно больше подходит для мокрой, тонкой техники рисования. Краски просто просочиться сквозь поверхность. Льняные холсты я не использую, хотя они считаются более надежными. Почему? Потому что если сравнивать мелкозернистый льняной холст и мелкозернистый хлопковый холст, то первый окажется все-таки более грубой текстуры. Мне это не очень нравится, это мое субъективное мнение. То есть если вам нравится использовать тяжелый акрил или масло, вам больше подойдет среднезернистый или крупнозернистый холст. Но опять-таки тут вам решать, возможно, вы попробуете что-то другое и смиксовать не по правилам, потому что это просто интересно, и у вас выйдет что-то свое. Мои холсты галерейные натяжки, а это значит, что полотно холста заходит за подрамник. Еще бывают такие варианты, когда холст состоит из частей, то есть холст на подрамнике, но он состоит из частей. Спереди мы видим одну часть, и с каждой из 4 сторон еще по куску, то есть они просто приклеены. Это более дешевый и менее качественный вариант, я вам его не рекомендую, это смотрится плохо, то есть картину без багета повесить вы не сможете. Кстати, я всегда прокрашиваю боковушки холста, это завершает образ картины, мне это нравится, это как такое продолжение сбоку, продолжение истории. Также я выбираю максимальную плотность полотна, как я уже сказала, это 380 грамм. Чем плотнее холст, тем он лучше держит форму, чем плотнее холст, тем дольше он сохранится со временем. Я всегда за качество. Если ваш холст имеет узелки или просветы, это плохой холст. Если через ваш холст просачивается краска, это плохой холст. Пару просветов это не критично, количество варьируется от партии к партии. Главное, чтобы вы были уверены, что этот производитель холстов ответственен и он создает качественный продукт. Более дешевый вариант – это арголит. Это холст, наклеенный на картон. Он тоже может быть использован для моей техники рисования. Подходит для новичков или для людей, которые просто хотят поэкспериментировать и попробовать, что такое моя техника, при этом не затратить много средств. Но я его не использую и не люблю, потому что, на мой взгляд, это выглядит непрезентабельно. Картины на арголите в раме выглядят еще ничего. Но мне нравится современный подход к оформлению картин в интерьерах, когда картину можно повесить без багета, без оформления, и, конечно же, арголит для этого совсем не подходит. В то время как холст галерейной натяжки выглядит очень эстетично, а в арголите этой эстетики нет. В моих холстах подрамник пахнет сосной. Это так приятно, то есть я работаю и ощущаю запах дерева. Это тоже часть моей атмосферы. Арголит – это кусок ткани, картон и клей. Звучит не очень. Бумага. Честно сказать, бумагу я не особо люблю, но если рисую, тогда использую акварельную бумагу. Почему не люблю? Потому что на ней нет этого эффекта вау, на ней невозможно движение краски такое, как я вижу на холсте. Мне не нравится, что результат там более предсказуемый. Также бумага впитывает не только воду и пигмент, поэтому цвета на картинке выходят более жухлыми, чем на холсте. Ну и вообще мне нравится не управлять краской, а направлять ее. Мне нравится, когда результат неожиданный. На бумаге такого не случится. Опять-таки, это мое субъективное мнение, я рассказываю о том, как у меня. В следующем видео я поделюсь с вами техникой рисования, что и как именно я использую. Я расскажу вам о техниках и приемах, и расскажу о шатких местах, которые подстерегают каждого художника. Дайте мне знать, если это видео оказалось полезным для вас, ставьте палец вверх. Пишите комментарии, задавайте вопросы и направляйте темы моих будущих видео. Пока-пока!